Старые люди всегда говорили, что волки — это те же самые собаки, вот только дикие и со свирепым нравом. И вот однажды мой дедушка рассказал мне одну удивительную историю, которая произошла еще с его дедом. Дело было еще задолго до революции, и мой прадед был ямщиком, и вот однажды он ехал по лесной дороге, и лошадь встала как вкопанная. Стоит, ноздри раздуло, хрипит, назад пятится и ни в какую не идет вперед. «Что за диво?» — подумал ямщик, и, спрыгнув с саней, подошел к лошади. Подойдя, он увидел, прямо посреди дороги лежал огромный волк. Зверь лежал на снегу и тихонько поскуливал. Прадед поначалу не решался подойти к хищнику, но, видя его беспомощность, сделал по направлению к волку пару шагов. А волк, словно ручной пес, начал подползать к человеку. Когда волк подполз ближе, ямщик заметил, что волк сильно потрепан. Похоже было, что медведь его сильно помял, больше некому. Увидев, как волк подползает, у прадеда что-то ёкнуло в груди, и ему стало очень жалко этого побитого хищника. Опасаясь, чтоб волк не цапнул, ямщик положил зверя на сани и отвез домой. Поначалу собака была не рада такому постояльцу, но со временем привыкла, и когда он поправился, они уже вместе бегали во дворе. Шло время. Наступила долгожданная весна, и прадед, подумав, что волку в деревне место, решил отвезти его обратно в лес, в его родной дом. Человеку было очень жалко расставаться со своим новым питомцем, к которому он сильно привязался, но деваться было некуда. Оставив волка посреди леса, прадед отправился домой. Он всеми силами сдерживал себя, чтоб не оглянуться, но, не сдержавшись, оглянулся и посмотрел на волка. Волк сидел на дороге и смотрел на человека. Немного посмотрев, как бы попрощавшись, отвернулся и побежал в лес. Всю дорогу прадед думал о волке, ему все казалось, что он предал этого зверя. Прикормил его и бросил, одного, в лесу. Придя домой, с тяжелым сердцем, он открыл ворота, и навстречу ем выбежал волк. Дед сильно обрадовался и, поглаживая волка, приговаривал: «Вернулся. Не хочешь жить в лесу? Ну и ладно, дома живи. Всем места хватит». Так и остался Серый жить у прадеда, правда убегал время от времени в лес, но всегда возвращался. А если вам понравилась эта история, поднимите палец вверх, комментируйте и не забудьте подписаться.